Привет, 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 песеры, с вами Морж, доброго вечера. Как я и обещал, если утром открываем паки партнеров, то вечером давайте посмотрим прокачку, собственно, этих игроков, как бы я качал, чего добавлял и под какую позицию я бы их делал. Нахожусь я, как обычно, на eFootball Hub, вот, кстати, тут есть и паки, собственно, которые с бигтаймами, и вот они наши партнерки, мы о них и будем говорить. Еще раз похвалю Konami за этот пак, 16 попыток, вытащить можно всех, это замечательно, это супер, то есть в любом случае, если у тебя достаточно золота, игрока ты получишь, а если у тебя золота на мобилке недостаточно, и ты хочешь закинуть с российской карты, то пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки на нее в описании и закрепе. Ладно, давайте переходить к игрокам. Начинаем мы с Бастони, очень нравится мне этот центральный защитник, вечно я его нахваливаю, да и в принципе тут мое мнение не меняется. Кроме позиции центрального защитника никакую другую он занимать не может, 190 сантиметров, изначально хорошая скорость и ускорение, как для центрального защитника, выносливость присутствует, корпус присутствует, голова присутствует, защиту умеет и... На автоматической прокачке нам предлагает 12 статов закинуть защиту, 5 закинуть в корпус, игру головой и прыжок, и 4 в скорость, силу удара и выносливость. В принципе, я с прокачкой абсолютно согласен. Здесь не дать, не взять. Уменьшать защиту за счет дорогих статов, да, с одной стороны можно было бы. И в принципе, давайте, наверное, попробуем так сделать. В принципе, я согласен и с автоматической, но давайте попробуем какие-то другие варианты. Значит так, чуть-чуть я бы ему поднимал ускорение. Первые 4 стата у нас по единичке, поэтому дешево, так сказать. 74 ускорения, 76 скорости для ЦЗшника это отлично. У него, в принципе, и дрибла кое-какая есть, но главное, у него есть пасы. Я бы поднимал на 4 пас, чтобы пас низом был 79, пас навесом 78, что очень хороший показатель для центрального защитника. Вот здесь вот тоже один стат пока снимем с борьбы в воздухе. И у нас остается 6 статов, что можно поднять. Можно ему на самом деле на 4 поднять дриблу. У него хороший контроль мяча. У него в принципе будет 70 скорость дриблинга и будет 72 удержания мяча. Но насколько оно ему нужно, ну, сами понимаете. Поэтому 6 статов у нас остается. Наверное, я бы все-таки возвращал их в защиту. То есть защиту поднимал до 10. Таким образом, 93 он у меня получился бы, а не 94, как при автоматической прокачке. Но при этом хороший пас низом и пас навесом, отличная скорость и ускорение, как для центрального защитника. По навыкам есть у него игра головой, пас на ход, опекун, перехват, верховое главенство и подкат. Само собой боевой дух, само собой акробатический вынос, это для защитных показателей. Низкий пас навесом, пас в касание, пас в разрез, пас на ход, пас у него присутствует, тоже вполне себе пойдет. Больше я, наверное, ему ничего бы и не добавлял. Дальше Ферран Торрес, позиция смещения с фланга, может он быть левым-правым нападающим, либо левым-правым полузащитником. Но мне кажется, для полузащитника у него не слишком хорошая выносливость, прям сильно ее не выкачать, поэтому давайте смотреть по левому нападающему. Предлагает нам 12 статов аж залепить в дриблинг, 8 в ускорение, 8 в скорость, 4 в пас и 4 в удары. Удары, да, в любом случае нужны, завершать он будет, пас у него изначально не очень хорош, да, то есть он все-таки, наверное, больше завершитель по умению атаковать. Дрибла 12 аж, давайте пока что понизим до 8. Ускорение 8, ладно, согласен. Скорость 8, тоже ладно, согласен. Корпус у него отсутствует как таковой, как и защита. 12 статов у нас лишних остается, и здесь... В принципе, тут уже по вашему выбору. Можно ему задрать реализацию, если вы будете именно прокачивать его как забивалу. Можно все-таки вкинуть остаток в пасы, чтобы немножечко улучшить и сделать из него более-менее универсала. Я бы на самом деле именно универсала старался бы из него сделать. До 8 бы я поднял пас, то есть чтобы пас навесом был 80, а пас низом 77. И остальные 2 стата бы еще закинул в удары. Также получился бы он у меня 94, а не 95, как при автоматической прокачке. Но мне кажется, он так более сбалансированный. По навыкам есть обводка двойным, сомбреро, подыш пяткой, ведение подошвы, игра пяткой, пасы в разрез, точность подач, низкий пас навесом, а также он штатный пенальтист. Само собой, для завершения стоит ему поймать удар без подработки. Само собой... Остальное впихиваем на пас. Ну и в принципе-то удары ему тоже можно добавить. То есть у него есть пасы в разрез, но допустим нет паса на ход. Можно ему добавить слепой пас. На удар что-нибудь типа удар с подсечкой, удар нахлёвом. Вот это вот все. И получится очень даже годная карточка. Дальше у нас Фрэнки де Йонг. Центральный полузащитник, у него основная позиция. Может он быть опорником и центральным защитником, но лучше его все-таки использовать на ЦПЗ. Да, не самый любимый мой стиль дирижер. Тем не менее, де Йонг мне во всех частях
Пес почему-то нравился. Вот не знаю, вот вроде он дирижер, а вроде и очень хорошо себя показывает. Значит, при автоматической прокачке 4 у него летит в защиту. Защита у него слабая, хотя на поле, блин, мне кажется, что у него очень даже защита хороша на самом деле. Ну, не знаю почему, но он оказывается там, где нужно. В корпус ничего не заброшено, он у него паршивый. 8 вброшено в скорость, чтобы поднялась выносливость для центрального полузащитника, это важно. 4 в ускорение, 8 дрибла и 8 пас. Ничего в удары. Но реализации у него нет, поэтому да, удары трогать не стоит. В принципе, я согласен здесь. Автоматическая прокачка, я бы так, наверное, и оставлял. По навыкам есть обводка, есть проброс между ног со разворотой, подыгрыш пяткой, ведение подошвой, игра пяткой, пас в касание, пас разрез, пас на ход, пасы у него все есть, подкрутка шведкой и хитрость. Я бы ему добавлял, в любом случае он будет идти к штрафной соперника, я бы ему добавлял дальние удары и сложные дальние удары. В принципе, наверное, еще бы делал низкий пас навесом. Удар без подработки, мне кажется, ему не пригодится. Дальше партия, опорник Арсенал, конечно же, может стать и на центрального полузащитника, при этом имеет стиль штрафной для штрафной, который все-таки больше для центрального полузащитника, нежели для опорника. Но на опорнике он тоже работать будет. Ну ладно, как опорника мы его качать и будем. Значит, на максимальной прокачке он имеет 95 при автомате, 12 статов летит в защиту, 4 в корпус, 8 в скорость, 4 в ускорение, 4 в дриблу и 7 в пас. Пас у него, кстати, хороший, на самом деле, как и дрибла, в удары ничего. А здесь, наверное, тоже я согласен с автоматической прокачкой. В принципе, если, допустим, качать его под центрального полузащитника, можно защиту убрать до 8 для ЗПЗшника. Это очень хороший показатель в защиту и так. Поднять, например, ускорение до 8, чтобы ускорение 74 было, баланс 64 и умение атаковать 72. И, наверное, 4 стата у нас еще остается. В удар, конечно, смысла нет никакого делать. А вот пас поднять до 8 и дриблу еще на единичку, вот так вот. И мы получим вот такого центрального полузащитника. То есть, если опорник, в принципе, используете автоматическую прокачку, если центральный полузащитник, я бы вот так его качал. По навыкам: проброс между ног с разворота, дальние удары, удары по восходящей, пасы в разрез, сильное вбрасывание, перехват, боевой дух, подкат. Чтобы добавлял сложные дальние удары, пас на ход, пас в касание, возможно какой-то финт. В принципе, скорость дриблинга 81. Вполне ему можно поставить какую-нибудь обводку двойным касанием, если вы играете через финты. Дальше Лукаку, естественно, единственная позиция центральный нападающий, и автоматическая прокачка делает вот его вот таким. 93 на максимальной прокачке. Целых 12 у нас улетает в ускорение, 4 в скорость, 4 в корпус у него отличный, 4 в дриблу, ну, с дриблой у него, конечно, все печально, в пасы ничего, но они прям ужас, и 8 в удары. Опять же, наверное, я согласен с автоматом. По навыкам: сложные дальние удары, акробатика, удар без подработки, пас в касание, подкрутка шведкой, штатный пенальтист, хитрость, оттяжка в защиту, способности капитана и боевой дух. Я бы добавлял ему что-нибудь типа слепого паса, потому что в штрафной все-таки нужно иногда быстро отдать передачу. Да и все, наверное. Не, можно какие-нибудь приколюхи ему на удары позакидывать, но, опять же, если вы бьете ошеломительными ударами. Я, допустим, не играю ошеломительными ударами, поэтому я их своим игрокам вообще просто не добавляю. Сложные дальние удары есть, можно просто дальние удары добавить. Хорошо, допустим, тоже это в плюс какой-то сыграет. Далее Смитти с позиции левый полузащитник, под ЛПЗ мы его качать и будем. Автоматический разброс, 8 пас, 8 дрибла, 7 ускорения и 8 скорость и выносливость. В удары ничего у него их нет, в защиту ничего у него ее нет, и, собственно, корпуса тоже нет. Опять же, автоматическая прокачка вполне хороша. По навыкам: обводка двойным касанием, сомбреро, скрещивание, проброс между ног с разворота, 4 финта целых, ведение подошвы, удар без подработки, пас касания, хитрость. Естественно, добавляем пас в разрез, естественно, добавляем пас на ход, добавляем точность подач для левого полузащитника. Кстати, да, мне уже писали, что можете, точность подач в игре указано, что работает только при подачах с угловых. Ну, во-первых, по логике, просто она должна еще работать при подачах со штрафных, вот. Но при этом, со сколькими людьми я бы общался, говорю: а вот есть ощущение, что точность подач работает? Они говорят: слушай, на самом деле да. То есть у человека может быть не слишком хороший пас навесом, но если у него есть навык точность подач, то подачи просто отлично летят. Поэтому я бы рекомендовал вам тоже это добавлять. Ну и последние два товарища, это Гравенберг, конечно, которого я ловил себе под Баварию. Позиция у него центральный полузащитник и опорник, причем в правом углу вы можете видеть, что на первом уровне он больше опорник все-таки, чем центральный полузащитник. Также имеет
собственно, стиля штрафной до штрафной. Давайте как опорника, на самом деле, его и прокачаем. Для опорника нам вот такой разброс статов показывает, при этом на центральном полузащитнике он будет 90, а по сумме статов, опять же, в игре это, ребят, отражаться не будет. Ну, не может Konami сделать нормальное отражение в игре, ну, что я могу поделать. А по сумме статов на опорнике он будет 93. 12 статов здесь летит в защиту для опорника, естественно, это хорошо, плюс у него рост 190, плюс для опорника у него хорошая скорость и ускорение, 4 в ускорение, 4 в дриблу, 5 в пасы, ну, не прям замечательный, но более-менее, да, и 4, собственно, в борьбу в воздухе. Не понимаю, почему у него нет прыгучести, ну, неужели он прыгать не умеет? Автоматическая прокачка вполне себе, вопросов к ней я не имею. А если качать его по центральному полузащитника, наверное, бы защиту мы убирали бы до 8. И так для центрального полузащитника очень неплохие показатели. Подтягивали бы до 8 дриблу и, наверное, подтягивали бы вот так вот пасы. Я бы вот таким образом его сделал для центрального полузащитника. По навыкам... Есть у него обводка, есть проброс между ног с разворота, дальние удары, удары по восходящей, удар без подработки, пас в касание, низкий пас навесом, перехват, боевой дух, верховое главенство. Естественно, добавляем пас на ход и, наверное, сложные дальние удары я бы ему тоже еще добавлял, остальное у него все есть. Ну и у Памекана позиция только центральный защитник, автомат статы разбрасывает вот так. Вот вроде, смотрите, да, хорошая скорость, но никакущее ускорение. Вот. Стоит ли его поднимать? Ну, если честно, на самом деле и не знаю. Да, 12 статов тут аж улетает в защиту, и агрессия 96, подкаты 97 и вовлеченность 93, это, конечно, много. Но при этом умение защищаться крайне хреновое. Ладно, опустим до 8, да. Конечно, 79 умение защищаться такое себе. Хоть чуть-чуть поднимем ему ускорение, ну просто оно действительно прям крайне хреновое. Причем баланс при этом хороший. Дриблы у него нет, пас у него кое-какой есть, тоже поднимаем на 4. Чтобы хотя бы по снизам был 72. И 2 стата у нас остается. Не знаю, на самом деле, а почему бы не влупить в ускорение? Чтобы было ускорение 67 и при этом баланс 75. Такой сбалансированный центральный защитник. Получается он у меня 93, а не 94. По навыкам игра головой, пас на ход, низкий пас навесом. Пекун, перехват, акробатический вынос, боевой дух, верховое главенство, блокировщик и подкат. На самом деле, ребят, по навыкам у него реально есть все, что нужно для центрального защитника. Я даже не знаю, что я ему бы добавлял. Вот такая прокачка получилась у меня. Не всех игроков я дернул только тех, которые мне интересны. Ну, а ты можешь написать, допустим, в комментариях тех игроков, которых я не дернул, и поделиться с другими ребятами своими способами, как ты их прокачал. Думаю, всем это будет интересно почитать. Вообще, больше в комментариях общайтесь. Мой опыт — это мой опыт, но вы можете делиться и своим опытом с другими людьми. На этом, ребят, прощаюсь. Далеко не разбегаемся. Как всегда, как всегда. Пока-пока.